Когда мы говорим о том прогнозе, который выдало Министерство экономического развития, то понятно, что этот прогноз имеет совершенно утилитарную цель. И эта утилитарная цель заключается в том, что необходимо составлять бюджет. А бюджет без прогноза социального развития совершенно понятно сделать невозможно. Поэтому были рассмотрены три варианта развития событий. То есть умеренно оптимистический, консервативный, ну и такой, там он называется по-другому, но, условно говоря, неумеренно оптимистический. Вот. Ну, выбрана была концепция как раз прогноза, основана на умеренно оптимистических ожиданиях. Вот. И в этом смысле введение вот известного бюджетного правила, то есть когда цена на нефть определяется не по консенсус-прогнозу там многих институтов, которые занимаются прогнозированием, в частности, цены на нефть, а по некое среднее по предыдущим 5 годам, а это на 2013 год $91 за баррель, хотя подчеркиваю, что бюджет при этом, естественно, не балансируется. Вот. То, исходя вот из таких позиций, в принципе, прогноз и составлен. Насколько он реалистичен, но я думаю, что будем поступать так, как мы поступали во все предыдущие годы. То есть прогноз меняется, после этого идет корректировка бюджета с соответствующими последствиями. Вот. Как скажется ситуация в еврозоне, в странах БРИК, в Соединенных Штатах? Ну, понятно, что если рецессия будет, скажем, которая по существу идет в странах еврозоны, будет продолжаться, то, соответственно, нам придется переходить с умеренно оптимистического на консервативный прогноз. Ну, а это основной показатель, это рост экономики где-то порядка там, 3%, 2,7-3,3%. Ну, будем корректировать бюджет, исходя из складывающейся ситуации. Любой прогноз исходит из чего? Он исходит или должен исходить. Во всяком случае, мы стараемся прогнозировать таким образом. Во-первых, из тех тенденций, которые уже сейчас складываются. Во-вторых, с учетом тех факторов, которые будут действовать в прогнозном периоде. Кратко о тех тенденциях, которые сейчас складываются. Буквально пару дней назад. Посмотрите, интересный, он скучный показатель. Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. Росстат опубликовал. Значит, там роста в августе по сравнению с июлем нет. Вот 100% индекс. Что такое вот этот скучный показатель? Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. Базовые виды экономической деятельности – это около 70% ВВП. Промышленность, торговля и так далее. То есть у нас ВВП, мы-то ожидали, это нас обычно обвиняют в пессимизме. Мы были, оказывается, оптимистами. Мы говорили, что к концу года рост экономики прекратится. В августе уже у нас вот этот показатель демонстрирует 0. Поэтому торможение российской экономики сейчас происходит очень явно и очевидно. И вот с такой тенденцией мы входим в следующий год, в котором почему-то надеемся, что у нас будет почти 4% рост. Откуда? Какие факторы? Вы на что надеетесь? На внешний спрос? Ну, внешний спрос ослабевает. Вы посмотрите, еврозона, Китай, в Америке не все однозначно, со своим фискальным обрывом еще там интересные вещи будут. Внутренний спрос, внутренний инвестиционный спрос, но у нас показатель в августе по инвестициям в основной капитал самый низкий за, в общем, этот год, плюс 2,3%, и он значительно меньше в разы, чем был в начале года. Потребительский спрос, ну вроде 4,3%, в августе показала торговля в годовом измерении. Но это в 2 раза меньше, чем в начале года. Инновации, но об этом даже не будем говорить. Знаете, несерьезные инновации как фактор экономического роста в Российской Федерации пока.
Поэтому получается, что мы заканчиваем год вот с такой вот тенденцией, явно обозначивающейся и усиливающейся торможения, а новых факторов, которые бы ускорили рост, нет. Поэтому у нас главная претензия к прогнозу – это то, что он исходит из того, что экономика будет расти примерно так, как она сейчас, а мы говорим, что она не будет расти. В лучшем случае, а в худшем случае уйдет в минус. И мы сейчас рискуем повторить ситуацию 4-летней давности. Я напомню, 2008 год. Приняли федеральный бюджет на 2009 год. 2008 год, кризис начинается, да, осень. Приняли бюджет, исходя из прогноза, что в 2009 году экономика вырастет на 6,7%. Конец ноября принимали. Уже все падало, уже все валилось, принимали. В конце апреля вынуждены были принять другой федеральный бюджет, исходя из прогноза, что в 2009 году экономика снизится на 2,1%, а экономика упала на 7,8%. Разница 14,5% пунктов между прогнозом и тем, что было в реальности. Вот сейчас мы рискуем такую получить ситуацию, если, в общем, оставляем эти прогнозные показатели. Этот прогноз вообще можно рассматривать как короткую версию долгосрочного прогноза до 30 года, который вот некоторое время назад был анонсирован. И интересно как бы его сравнить, вот в том числе по вопросам конкурентоспособности на внешних рынках, что напрямую связано с ВТО. Хотел бы напомнить, что в прогнозе Минэкономразвития до 30 года предполагается примерно двукратное увеличение эластичности российского экспорта к росту мировой экономики, ну, то есть на 1% роста мировой экономики мы будем расти, наш экспорт будет расти гораздо выше, чем вот в докризисный период. Среднегодовой темп роста экспорта в том прогнозе 5%, в этом 3%. То есть МЭРТ исходит из того, что для роста внешней конкурентоспособности за 3 года предпосылок не создашь, но вступление в ВТО этому должно способствовать. Я к этому вернусь. И в том же прогнозе, и, кстати, в этом они вот как бы очень похожи, предполагается двукратное повышение эластичности, снижение эластичности импорта к приросту нашего внутреннего спроса. Ну, грубо говоря, к приросту доходов домохозяйств и инвестиций. То есть, если раньше, когда вот у нас внутренний спрос рос на 1%, импорт рос на 2 или 2,5%, то есть отъедал внутренний рынок у наших производителей, то в долгосрочном прогнозе, и вот в этом предполагается, что импорт будет расти очень медленно. И на заседании правительства Белоусов сказал, вот мы знаем, что импорт рос быстро, двузначными темпами, в прошлом году 20, но в этом 7, то есть в этом будет 12, а дальше 7-8, мы в это верим. Но обоснований, как бы одно обоснование только в его выступлении на заседании правительства, что рубль будет ослабляться, это правда, это так. В номинальном выражении каждый год наша экономика настолько слаба, что без подпорки со стороны небольшой, я не говорю, что это будет какая-то обвальная, но небольшой девальвации номинального курса рубля на 10%, то есть примерно на 3-4 рубля в год будет идти, вот это будет останавливать импорт. Мы смотрели, нам импорт так нужен для перевооружения, для жизни, там, лекарств и прочее, мы так к нему привыкли, у нас настолько неконкурентоспособны наши автомобили и прочая продукция пока, что вряд ли импорт затормозится, а он будет отъедать у ВВП. И поэтому действительно этот прогноз рыночных романтиков, вот этот трехлетний, как бы, они с точки зрения экспорта правильно исходят, что он не вырастет до нужных темпов, на 5% не будет расти, но с точки зрения импорта они вот уже сейчас очень романтичны в этом трехлетнем прогнозе. Для чего же вступали в ВТО? Для того, конечно, чтобы прежде всего выходить на внешние рынки. Если импорт все-таки не будет расти, не будет снижаться очень резко, если он все-таки будет расти двузначными темпами, как мы думаем, потому что, несмотря на девальвацию, он постепенно только будет замедляться. Нам, у российской экономики нет другой поддержки, кроме внешнего рынка. Вот вообще очень есть интересный научный факт, и он как бы практически и прагматичный. Вот если взять период 1991-2011 годов, то несмотря на гигантские колебания темпов роста всех макропоказателей, темпы роста ВВП равны. Рост импорта по номиналу в долларах, деленный на эластичность импорта по внутреннему спросу. То есть там единичка или 2 было в докризисный период, сейчас говорят будет единичка. И когда, ну даже если импорт будет, эластичность импорта к внутреннему спросу будет единичка, то есть на 1% роста внутреннего спроса импорт будет расти всего на 1%, для чего очень резко нужно поднять качество нашей продукции, то мы будем зависеть от числителя. Это темпы роста экспорта по номиналу в долларах.
И когда цены на нефть не будут расти, а они, скорее всего, не будут расти, и мы как бы не можем, по крайней мере, на это закладываться, значит, нужно рассчитывать на темпы роста физических объемов импорта. Значит, а поскольку темпы роста нефти в физическом выражении тоже вряд ли будут расти, и из-за того, что нужно строить новые трубопроводы и газопроводы, там это все связано, и из-за того, что спрос будет снижаться на мировом рынке, потому что энергоемкость мирового ВВП они снижают всеми путями, из-за того, что сланцевый газ будет развиваться, значит, нам нужен не сырьевой экспорт, а не сырьевой наращивать. И вот предполагается в долгосрочном прогнозе в этом основной упор сделан на наращивание не сырьевого экспорта, но только машиностроительной продукции в основном. А несырьевой экспорт растет дикими темпами в долгосрочном прогнозе в этом. Именно машиностроительной продукции. Здесь есть плюс и минус. С одной стороны, мы для того и вступили в ВТО, чтобы наращивать несырьевой экспорт, потому что это вот поддержит ВВП, исходя из формулы вот этого закона Тирвелла, о котором я вам сказал, вот этого соотношения роста экспорта и импорта. А с другой стороны, почему машиностроение? Наиболее запущенная отрасль. Понятно, что нам нужно развивать экспорт обрабатывающей промышленности, когда мы вступили в ВТО под прикрытием вот этих механизмов защиты, которые позволяют экспансию делать на внешний рынок. Понятно, что у нас там есть уже захваченные плацдармы на внешнем рынке. Вот последний World Investment Report, который в июне вышел, ЮНКТАДа, по прямым инвестициям, да, вы знаете, такой толстый доклад каждый год выходит, то очень интересные цифры, на которых никто не обратил внимания. Если взять прямые иностранные инвестиции, накопленные по странам БРИКС, и разделить на ВВП, то у России по отношению к ВВП наибольшее количество плацдармов, вот, захваченных за границей. То есть по отношению к ВВП наши прямые иностранные инвестиции, то есть вывод нашего прямого капитала за рубеж, ну, филиалы наших компаний, грубо говоря, заправки, там, нефтеперерабатывающие заводы и прочие, сталелитейные какие-то заводы, у нас ВВП выше, чем у Китая, у Индии, у Южной Америки, у Южной Африки и так далее. То есть кратно ниже, чем у Китая, потому что у него ВВП кратно выше, но по отношению к ВВП наша внешняя экономика очень большая. То есть предприятия наши готовы в какой-то степени готовиться к выходу на внешние рынки. Но наше правительство почему-то пока думает, что мы можем экспортировать только экспорт, делать экспорт, увеличивать экспорт только продукции машиностроения. А ведь есть другие сектора с высокой долей добавленной стоимости. Ну, например, есть нефтехимия, нефтепереработка, есть планы по развитию нефтегазохимических кластеров на территории страны, которые, значит, подготовлены, но которые пока не, в силу каких-то причин не попадают в список вот этих основных приоритетов. Вот в этом прогнозе до 2015 года говорится очень много о разных ФЦП по машиностроению, прежде всего. Я не против машиностроения. Но когда мы говорим о том, что нужно для увеличения конкурентных преимуществ страны, в том числе на внешнем рынке, как нас учит товарищ там, Круман и прочие специалисты по внешней торговле, нужно учитывать не только удельную добавленную стоимость, которая производится в данном секторе, когда мы сравниваем, например, нефтехимию, авиапром, судостроение, машиностроение, но и учитывать удельные инвестиции, которые необходимы для проведения вот этих строительств новых заводов и выхода на внешние рынки, в том числе со стороны бюджета, и влияние этих секторов, их научно-технического прогресса на другие сектора, внешние эффекты. Никакого обоснования, что это только машиностроение, что это только АвтоВАЗ, куда вкачиваются деньги, или еще 2-3 компании, не делается. Между тем, я закончу на эту тему, между тем, значит, вот те же самые экономисты, исследующие внешние рынки, они давно сделали выводы, что когда на внешние рынки выходит не предприятие не одного-двух-трех секторов в стране, так называемая промышленная политика определяет приоритеты, что это вот автопром, авиапром и еще кто-то. И все, остальные сектора не поддерживаются. Данные показывают, что на внешний рынок выходит 3-5% предприятий из всех секторов. Но это лучшие предприятия в каждом секторе. Это часто небольшие, мелкие, средние предприятия, которые первыми начинают повышать производительность труда, внедряют какие-то там инновации, изобретают какой-то продукт, и пусть это будет какая-то деталька для встраивания в цепочки добавленной стоимости на мировом рынке, но такие предприятия есть в каждом секторе, и заранее их определить очень сложно. И поэтому нужно не о какой-то такой точной промышленной политике говорить, она устарела, там, мы выбираем 3 приоритетных сектора и их поддерживаем, а просто о тотальном улучшении инвестиционного климата во всех секторах, чтобы максимально облегчить появление новых предприятий и выход их на внешние рынки.